Привет, друзья! Вы на канале Советы для дома. В этом видео я вам покажу, как отмыть унитаз. Пользуются им абсолютно все в доме, загрязняется он очень быстро, а если у вас еще бывает ржавая вода или вода жесткая, в ней много примесей, то в унитазе все это накапливается и он покрывается налетом, особенно внутри под водой все это оседает. Внутри на чаше унитаза также появляются ржавые полосы, и, конечно, все это нужно отмывать. Способ, которым я сегодня хочу с вами поделиться, очень простой. Поэтому, если вы устали от покупной, дорогой, едкой бытовой химии, советую им воспользоваться. Нам потребуется всего лишь 2 ингредиента, которые дома у вас, скорее всего, уже есть. Немного времени, и поверьте мне, после чистки вы свой унитаз просто не узнаете. Возьмите небольшую емкость, в нее нужно налить 500 мл теплой воды. Я наливаю максимально горячую воду, которая у меня течет из крана. Теперь в воду начинаем добавлять ингредиенты. И первый – это лимонная кислота. Насыпать нужно 3 столовые ложки. И второй ингредиент, который нам понадобится, это средство для мытья посуды. Его также нужно взять 3 столовые ложки. Теперь наше чистящее средство нужно перемешать, чтобы лимонная кислота полностью растворилась. Лимонная кислота хорошо растворяется в любой воде, но в теплой воде кристаллы лимонной кислоты растворяются быстрее и лучше, чем в холодной. Кроме того, такое чистящее средство в теплом виде быстрее справится со всеми загрязнениями и налетом. Чистящее средство готово, переходим к мытью унитаза. Беру сделанную смесь, смачиваю в ней бумажное полотенце. Теперь полотенце нужно аккуратно расправить и прилепить внутри унитаза на загрязнение. Вместо бумажных полотенец вы можете использовать ненужные куски ткани, старые простыни, футболки, это все подходит. Не советую использовать салфетки и туалетную бумагу, потому что оно все при намокании прямо растворяется в руках, и облеплять унитаз будет очень неудобно. Почему нужно что-то именно лепить на загрязнение? Потому что наш чистящий раствор получается жидким, и если просто облить им чашу унитаза, то он стечет, быстро высохнет и работать никак не будет. Если у вас в унитазе накопился налет там, где стоит вода, тогда можно просто вылить раствор в унитаз. А если в унитазе грязные именно стенки, тогда его лучше облепить. Причем старайтесь лепить бумажные полотенца так, чтобы они заходили под ободок унитаза, потому что ёршиком там почистить нереально. И бывает так, что унитаз чистый, а неприятный запах все равно есть. И вот одна из причин этого неприятного запаха – грязь под ободком унитаза. Раствор, который у вас останется, нужно аккуратно вылить на стенки унитаза. Если вы хотите избавиться от налета, который накопился в унитазе там, где постоянно находится вода, то это средство вы тоже можете использовать, только немного по-другому. Во-первых, нужно добавить в сделанное чистящее средство лимонной кислоты. Количество ложек лимонной кислоты будет зависеть от толщины налета. Для начала добавьте 6 столовых ложек, и если будет необходимость, просто повторите процедуру. Во-вторых, нужно вычерпать воду из унитаза. Если просто насыпать лимонную кислоту в воду, это будет не так эффективно, потому что теплый раствор, который вы сделаете, работает намного лучше. Также для очистки унитаза от мочевого камня вы можете использовать ортофосфорную кислоту. Про ее использование я подробно рассказывала. Ссылку на видео оставлю в подсказке вверху справа и в описании. Кому актуально, переходите, смотрите. Я унитаз оставляла на 30 минут. Этого достаточно в моем случае. Теперь убираю бумажные полотенца. Ну и в принципе тут и тереть ничего не нужно. Все прекрасно очистилось.
Протираю этими бумажными полотенцами унитаз. Старайтесь максимально, насколько это у вас получится, вычистить все под ободком. И бумажные полотенца можно выбрасывать. Если вы отмываете мочевой камень внутри унитаза, тогда 30 минут вам будет недостаточно. Оставлять нужно на несколько часов. Если есть возможность, то лучше оставить на ночь. Теперь осталось пройтись по стенкам унитаза ёршиком и хорошо почистить внутри, где стоит вода. Вот видите, ёршик под ободком практически не очищает, им туда никак не подлезть. Поэтому, если вы хотите отмыть унитаз именно под ободком, советую вам воспользоваться зубной щеткой. Как ее нужно изогнуть, я показала в видео про использование зубных щеток. Оно сейчас отобразилось в подсказке. Получается очень удобное приспособление, которое очень легко очистит всю грязь под ободком. Сразу хочу ответить на вопрос, а как так можно запустить унитаз? Чищу его ёршиком каждый день, и он идеально чистый. Смотрите, в унитазе есть не только внутренняя чаша, есть еще сиденье, крышка, бачок, наружные стенки, и это все тоже нужно мыть. Вот, я сейчас смыла, и видно, какое все чистое. Не видно внутри, пена мешает. Сейчас немного осядет и покажу. Так вот, когда вы моете чашу унитаза, это хорошо, но не нужно забывать и про все остальные его части. А то бывает так, что унитаз чистый, а неприятный запах откуда-то есть. Но чистый-то он только внутри, а все остальное грязное. И вот из-за этого и появляется неприятный запах. Мне для общего мытья больше всего нравится использовать таблетки аспирина. После него все идеально чистое, белое, прямо скрипит. Советую вам тоже попробовать. Ссылочку на видео оставляю в подсказке. Переходите, смотрите. Ободок унитаза нужно протереть от остатков чистящего средства. Если есть ненужные тряпки, используйте их. Если ничего ненужного нет, тогда можете смочить туалетную бумагу водой и протереть ободок. Смотрите, какой прекрасный результат. Унитаз чистый, без налета, без грязи. Мыло при вас. И, как вы видели, на это ушло чуть больше 5 минут. Вот такой унитаз был до чистки. И вот так он выглядит после очистки. Так что, если вы хотите отмыть унитаз, чтобы он у вас тоже был белоснежный, воспользуйтесь данным советом. Если видео было полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. До встречи в других видео.